Ну что, тряхнем стариной? Забыл. Удар по вашим деньгам, Гринго? Или удар по вашей заднице? Что он только что сказал? Они собираются ударить по нашим задницам. Тогда двигайтесь. Меня никогда не пинали в задницу прежде. Вы показали нам? Я уверен, ваша ударная техника с задницы станет легендарной. Мы должны идти. Не все бандиты столь же некомпетентны, как Три Амиго. Чё за нах? Всем привет! Панквинты и Притчер снова на связи. В этот раз мы хотим попробовать более простой формат. Но не переживайте, без новой неизвестной версии мы вас не оставим. Однако сегодня мы рассмотрим игру Silver и две ее пиратские локализации. Коротко о сюжете. Могущественный колдун и по совместительству император Сильвер собрал всех женщин со своих земель в замке под предлогом выбора невесты. Но, понятное дело, план нечист. А тут еще и грубейшую ошибку совершил. Забрал жену молодого парня Дэвида. Берем меч, щит, находим друзей и собираем артефакты. Идем бить лицо Сильверу. Сюжет стар как мир. В свое время довольно большое количество пиратских объединений переводило эту игру на русский язык, но в большинстве своем все ее прекрасно помнят по озвучке «Седьмого волка», которая в принципе считалась на тот момент одной из самых удачных. И вот давайте рассмотрим сегодня, так ли это было, и есть ли сейчас альтернатива получше. До недавнего времени запустить Silver на современном компьютере было довольно-таки большой проблемой. Игра с коробки на Windows 7 не запускалась просто так. Для этого было необходимо установить соответствующий патч, возможно экзешник, установить клайк-кодеки, сделать там соответствующие манипуляции. Только после этого у вас, возможно, игра запускалась, и то с графическими артефактами. Как обстоят дела с запуском этой версии игры на десятке, я не знаю, не пробовал, но на семерках более-менее мне это всегда удавалось. Это установлено декретом, что все половозрелые женщины будут представлены перед императором Сильвером, так, чтобы он мог выбрать новую жену. Но ни для кого не секрет, что в Steam можно найти версию Silver от THQ Nordic, выпущенную пару лет назад. Теперь игру можно спокойно запустить на любой системе и растянуть картинку до 16:9. Либо в прямом смысле, либо заблюрив края экрана. При этом русскоязычную аудиторию в этот раз никто не забыл, и в игре по дефолту есть русская локализация, но не так, что мы привыкли. Он получил указание, что все женщины, способные родить ребенка, должны быть доставлены к императору Сильверу для того, чтобы он мог выбрать себе жену. Откуда взялась эта версия и почему THQ взяли именно ее, я не знаю. Но раз у нас появилась такая альтернатива, то рассмотрим версию от Седьмого Волка, локализацию Steam, ну и посмотрим, насколько они далеки от оригинала. Начнем с версии от Седьмого Волка. Я уже прошел Silver с этой озвучкой столько раз, что играть с какой-либо другой уже просто непривычно. Вы опоздали. Мы нуждаемся в практике. Вы должны практиковаться. Да и что там говорить, если в свое время, угорая в редакторе Warcraft 3, я переносил Silver именно с этой озвучкой. Но, по крайней мере, мой студент имеет доверие. Сейчас войдите в дом и возьмите ваш клинок и поразите меня вашим мастерством меча. Сильно далеко я там, конечно, не продвинулся, но тем не менее. Если посмотреть сейчас на локализацию Седьмого Волка трезвым взглядом, то, конечно, становится видно, что сделано далеко не профессионально и, откровенно говоря, лениво.
Особенно если начать сравнивать субтитры и озвучку. Мне не позволяют говорить с незнакомцами. У меня будут неприятности. Пожалуйста, вы должны идти сейчас. Мы прибыли, чтобы помочь вам. Почему? Моя мать послала вам. Меня никто никогда никуда не может послать. Посылаю я. I'm not allowed to talk to strangers. You'll get me in trouble. Please, you have to go now. But we've come to help you. Why? Did my mother send you? В этом, кстати, очень хороша версия из Steam, потому что там можно включить одновременно и озвучку, и субтитры. В оригинальной версии нужно было выбирать. Поэтому у нас все футажи будут со стимовской версии, но туда подставлялись файлы из соответствующих версий игр. Быстро становится понятно, что за качество Седьмой Волк не боролся. По крайней мере, не больше других. Цена! Один проклятый дублон! Почему проклятый дублон? Не спрашивайте меня! The price is one cursed doubloon. Why a cursed doubloon? Don't question me. And I'll take payment now. Текст прогонялся через переводчик типа промпта или Magic Goody. Думаю, что вы не предполагали, что это был я. Один раз я даже сделал человека слабым. Он был такой же большой. Почему вы немного... Bet you didn't guess it was me. One time, I even made a man faint. He was big too. Why, you little... И судя по итоговому результату, редактура текста, если и была, то крайне избирательная. Подобно вам, я ненавижу своего отца. Вы бы сказали что-нибудь? Что? Чтобы успокоить вас? Останавливать вас от убийства меня? Не льстите себе, вы не можете убить меня. Like you, I hate my father. You'd say anything. What? To appease you? Не исключаю, что правки вносились еще в переводчике, при очевидных контекстных несоответствиях в рамках диалога. К сожалению, усердием этот бравый морской волк не отличался, и в тексте творится фееричный бардак. Я сообщаю вам, что я буду обстреливать вас своим огненным мечом. Это мое самое ценное приобретение. И это для вас за малую сумму. Come closer, lad. Surely you'll buy a distinguished wizard, the wee snifter. Sorry, I have no change to spare. I'll tell you what. I'll sell you my fire sword. It's my very last, most treasured possession. And it's yours for a very small sum. Я помню, что мы про пиратскую озвучку говорим, но за косяки в некоторых местах просто обидно. Но все же стоит отметить, что с названиями предметов и картой тут все более-менее. Не без мелких косяков, но и без надмозговых перегибов. Оказывается, на карте все это время были две пасхалки. Маленькая леди, разве вы не видите, что Зак Узе сказал? Маленькая леди? И вы не должны быть здесь. Во всяком случае, это не место для женщины. Маленькой или любой другой. Что? Возьмите ее домой. Я не закончила. И не перебивайте меня, или поверните вашу спину ко мне снова. И как вы уже услышали, проблемы у переводчиков не заканчивались на дословном машинном переводе. Дэвид, с вами все в порядке? Все задействованные программисты и им сочувствующие озвучивали персонажей по своему усмотрению и частенько в отрыве от контекста. Никакое зловоние не оправдание для демона, не так ли? Вы отвратительны. Эй, дурак, ты чурбан. Hey, Doc, who's the elf? Проявите внимание к людям, следите, чтобы они все отдыхали и хорошо питались. Они будут нуждаться в этом. После того, как вы забрали свои оглобли, естественно. After you've taken your own fill, naturally. Часть персонажа озвучена весьма неплохо, и многим персонажам новые голоса подходят. Я не поставлю свою ногу там, пока не смогу увидеть, что ее не откусят. Я сомневаюсь, чтобы какое-то животное было достаточно развращено, чтобы есть ваши ноги.
I'm not putting one foot back in there, not unless I can see if it's likely to get bitten off. Don't worry. I doubt any beast would be depraved enough to eat your feet. Мы не оборудованы для морского нападения. Мы будем вынуждены пробиваться в город. We're not equipped for a seaborne assault. We'll have to battle our way through the city. Я алхимик. Бац, бац, бац. О, счастливый бум. Другие профессоры не переносят шумы, поэтому они изгнали меня в пещеры. I'm an alchemist. Bang, bang, bang. Oh, happy boom. The other professors got a wee bit sick of the noise, and so they banished me to the caves. Пришли в компанию уставшего старика? У меня не было шанса болтать столько, сколько я хотел бы. Позвольте мне представиться. Я Альберт. Come to keep a tired old man company. I don't get the chance to chat as much as I'd like. Let me introduce myself. I'm Albert. Другая часть озвучена приемлемо. Так это то место, где вы скрыли. Смешно. Это дежурство наконец заставит меня закончить то, что я начал в те годы. So, this is where you've been hiding. It's ironic that it's duty that finally compels me to finish what I started all those years ago. Я могла убить вас. Нет, просто сделал его голос октавой выше. Я Си Кьюн, рада встрече с вами. Вивьен, извините за встречу. I could have killed you. No, just raised his voice another octave. I'm Sekuni, pleased to meet you. I'm Vivian, and sorry about the welcome mat. Но и без переборов не обошлось. И некоторые персонажи получились до боли экспрессивными. Вы храбры! Разве вы не слышали? Я перевозчик проклятого сокровища! Проклятый? You're brave. And you heard? I'm the carrier of cursed treasure. Cursed? Конечно, мы сильнее, как один большое человеческое тело. Surely we're stronger as one large body of men. Количество сделанных дублей, судя по всему, не превышало 2. И в некоторых случаях явно стоило сделать еще парочку. Хорошо. Герцог заставил нас поверить в телескоп внутри библиотеки. Если бы вы могли помочь нам найти его, мы могли бы быть очень благодарны. Зачем вы шутите над ним? Его эго и так раздуто достаточно. Не об его эго я беспокоюсь. Вы хотите сказать, что мы возвратились, потому что мы испугались темноты? В большинстве случаев команда воспроизводит текст дословно. Превосходно, как раз вовремя с тобой наблюдать, как я беру сар. Как это чувствуется, неудача? Или своими словами. И тут у меня нет вопросов. Превосходно, ваше обучение закончено. А вот в одном месте генерируемая этими людьми озвучка заметно отличается от их собственных субтитров. Уходите с нашей земли, вы нежеланны здесь. К сожалению, проблемы у Седьмого Волка на этом не закончились. И безболезненно заменить итоговый материал им не удалось. И люди полностью открыты мне гавани. На многих локациях персонажи невпопад выдают чужие реплики. Разве вы не пойдете с нами? Особенно это заметно в лагере мятежников, так как это ключевая локация и взаимодействие с персонажами тут больше всего. Если бы не он, Фуджи убил бы и вас также. Пожалуйста, возьмите это. И в этом изобилии программист умудрился знатно запутаться. Как у него это вышло, я не знаю. Но нужная дорожка может скрываться под любым названием. И благодаря новой версии выясняется, что и на проходных локациях полным-полно аналогичных косяков. В моем случае еще и часть дорожек запорота, что ситуации не помогает. Я знаю, это трудное время, но мы должны попробовать достигнуть пещер прежде, чем мы будем полностью наводнены бесами. Я не могу поверить, что он мертв. Он должен быть на моей стороне. Я не очень хорош в вещах, которые требуют симпатии и понимания. Я действительно не имел никого близкого, но я уверен, что он где-нибудь. Ваши приключения многочисленны. Я запишу их в своей книге так, чтобы вы могли знать о них всегда. Конечно, вы не предполагаете, чтобы я использовал свое волшебство для цели отличной самообороны? Как же вы прошли мимо бесов? Вы так медленные.
К сожалению, локализацию от «Седьмого волка» трудно назвать образцово-показательной. Вы все были отобраны, чтобы служить в моей элитной охране. И все же вы мне оплачиваете бестолковостью. Расскажите мне, почему эти мятежники все еще живы? Наши стражи не могут. Тихо, нет оправданий за неудачу. Среди озвучек Сильвера она может быть одна из лучших, но эта игра все же заслуживает большего. You are all selected to serve in my elite guard, and yet you repay me with incompetence! Tell me, why are these rebels still alive? Our guards can't. Quiet! There are no excuses for failure. Эта версия для меня остается вне конкуренции, но уж больно многовато в ней косяков. Если вы в Сильвера не играли и хотите попробовать, то при выборе этой локализации стоит учитывать, что без пояснительной бригады местами будет трудновато.